Есть игры, в которых удовольствие получаешь не от сражений, а от того, что все наконец начинает работать как по маслу. Это уже 5-я часть цикла, где я расскажу тебе еще о 5 проектах, где можно создать фабрику мечты. Если здесь не будет твоей любимой игры, значит она уже была в прошлых роликах. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Донапад, тебе предстоит заняться развитием промышленной колонии на далекой планете. Здесь важно не только строить заводы и добывать ресурсы, но и принимать решения, которые определяют будущее всей движухи. Ты можешь следовать приказам корпорации или поддержать восстание местных жителей против эксплуатации планеты. Основной геймплей строится вокруг добычи ресурсов, автоматизации производства и проектирования сложных производственных цепочек. Создай свой собственный крупный промышленный комплекс, а вместе с этим заботься о колонистах, обеспечивая их жильем, едой, медикаментами, что даст буст в развитии поселения. Практически любой участок планеты можно уничтожить, выкопать или перестроить. А заводы разрешено строить не только вширь, но и вертикально в несколько этажей. Поэтому важно заранее продумать расположение построек. Кроме развития экономики колонии, тебе постоянно придется противостоять внешним угрозам. Защищай поселенцев от врагов, справляйся с последствиями природных катаклизмов и адаптируйся к новым испытаниям. Интересный факт. В отличие от Факторио, здесь рабочие сами строят, обслуживают и ремонтируют производство. А значит, приходится учитывать их настроение, отдых и безопасность. Если рабочие спят рядом с грохочущими станками или перегретыми печами, они хуже отдыхают, становятся менее продуктивными, чаще ссорятся и могут даже устраивать драки, что приведет к авариям на производстве. Factory Town. Ты начинаешь свой игровой путь с небольшого поселения посреди дикой местности, которое постепенно превращается в настоящий промышленный город. Из добытых ресурсов создаешь еду, одежду, инструменты, книги и даже магические артефакты, а затем продаешь их ближайшим деревням, тем самым помогая им развиваться. Поначалу перевозкой товаров занимаются рабочие, но постепенно тебе самому все захочется автоматизировать. Для этого можно использовать конвейеры, железные дороги, трубы, воздушные корабли, сортировщики, фильтры и даже желоба, работающие за счет силы тяжести. Чем успешнее развивается экономика, тем больше технологий открывается, позволяя создавать еще более сложные и эффективные производственные цепочки. Игра никуда не торопит, нет врагов и необходимости бороться за выживание. Поэтому можно спокойно экспериментировать с логистикой, изменять ландшафт под свои нужды, проходить сюжетные карты или полностью уйти в творческий режим, строя фабрику именно такой, какой хочешь ты. И интересный факт. Разработчик рассказывал, что сложно было создать грамотный искусственный интеллект рабочих. Нужно было добиться, чтобы десятки жителей самостоятельно принимали разумные решения и при этом не превращались в хаотичную толпу, мешающую производству. А на поздних этапах игры можно вообще отказаться от рабочих и довериться автоматике. Palworld. Попади в огромный открытый мир, где рядом с тобой живут необычные существа – палы. С ними можно вести размеренную жизнь, отправляться в путешествия, исследовать землю, воду и небо. Верхом на своих спутниках ты можешь кошмарить браконьеров или справляться с другими угрозами этого мира. Можно использовать палов не только для боев. Ты можешь поручать им работу на плантациях и фабриках, использовать их навыки в быту, добыче ресурсов, фермерстве, строительстве и автоматизации производства. Постепенно вокруг тебя вырастает база, где одни палы помогают с урожаем, другие производят электричество, добывают полезные ископаемые или работают на заводах. Исследование тоже постоянно подкидывает новые цели. Можно спускаться в подземелья, ловить редких существ, разводить их и передавать качество родителей потомству, чтобы получать особенно сильных экземпляров. Есть одиночные и кооперативные режимы. Можно позвать друзей, путешествовать вместе, торговать друг с другом и даже устраивать дуэли. Интересный факт. Еще в раннем доступе игра уже имела более 100 видов палов, свыше 350 предметов и более 70 построек. 10 июля выходит и в релиз 1.0. И проект никогда не задумался как пародия на Покемон. Разработчики вдохновлялись прежде всего играми вроде Ark, Rust, RimWorld и Valheim, а коллекционирование существ стало лишь одной из составляющих большого survival проекта. Microtopia. Стань коллективным разумом колонии робомуравьев и возьми под контроль их маленький, но непростой мир. Нужно разместить королеву, начать осваивать острова из электронных отходов и постепенно выстроить систему, где каждый муравей работает ради процветания колонии. Здесь все завязано на логистике и автоматизации. Ты прокладываешь феромонные дорожки, возводишь здания, собираешь материалы, запускаешь производство и следишь, чтобы королева была накормлена и выпускала новых работников. Со временем появляются новые технологии и разные типы муравьев.
включая шахтеров, ученых и крылатых основателей новых колоний. Игра не ограничивается одним островом. Ты исследуешь локации, изучаешь растения, превращаешь их в ресурсы и отправляешь муравьев к незаселенным территориям, чтобы расширять свое сообщество. Главная цель Микротопия – не просто построить эффективную колонию, а обеспечить воспроизводство вида. Нужно создавать молодых королев, которые отправляются в брачный полет и смогут основать новые колонии в дальних краях. А еще игра дает выбор – строить сбалансированную экосистему или выжать окружающий мир досуха ради быстрого роста. Интересный факт. Идея игры появилась после изучения поведения настоящих муравьиных колоний. Команда создателей рассказывала, что вдохновлялась сразу несколькими областями: настоящей энтомологией, автоматизацией и биологическими колониями. Поэтому вместо привычных фабрик игрок строит живую сеть из роботов-муравьев, где каждый юнит имеет собственный жизненный цикл. Тектоника. Тебе предстоит стать первопроходцем, который исследует загадочные глубины планеты Кайликс. Здесь, помимо строительства фабрики, есть полноценный сюжет, в котором постепенно раскрываются тайны подземного мира, а по пути встречаются компаньоны со своими историями и секретами. Почти все время ты проводишь за добычей ресурсов, строительством производственных линий и развитием собственного завода. Конвейеры, манипуляторы и различные машины помогают автоматизировать производство, а новые технологии открывают все больше возможностей. Подстрой окружение под себя. Специальная пространственная пушка позволяет разрушать каменные стены, а насосы помогают расчищать завалы, открывая путь к новым пещерам, ресурсам и древним артефактам. Исследовать Кайликс интересно как в одиночку, так и в компании друзей. Кооператив поддерживает до 4 игроков, поэтому можно вместе строить огромные фабрики, прокладывать новые маршруты и постепенно раскрывать все секреты этого необычного подземного мира. И интересный факт. В одном из дев-блогов художники рассказывали, что биолюминесцентные пещеры создавались так, чтобы игроку хотелось останавливаться и просто рассматривать окружение. Многие цвета растений и минералов специально подбирались по фотографиям глубоководных организмов и вулканических пещер. Расскажи, сколько игр с автоматизацией ты уже прошел. Поделись с нами. Если захотелось во что-то поиграть, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.